Возможно, вы не заметили, но не так давно Федерация FIFA наконец-таки объявила о скорейшем выходе своей отдельной игры после разрыва отношений с Electronic Arts. Однако, несмотря на всевозможные слухи, связанные с 2K, они не оправдались. Но оправдались другие слухи, которые время от времени также вкидывались по поводу данного проекта. Обо всем этом и не только поговорим в этом ролике. Поэтому устраивайтесь поудобнее, не забывайте про привычную активность, ну а мы начинаем. Все мы с вами знаем, что если копить монеты в eFootball, то все равно не удастся выявить желаемого эпика. А поэтому, если вы хотите приобрести монеты для eFootball Mobile или вовсе готовы аккаунты с уже имеющимися эпиками, то вам на PlayRock. Приобрести любой интересующий вас товар можно быстро и, самое главное, легко. Выбираем удобный способ и оплачиваем в пару кликов. Все происходит быстро и, самое главное, безопасно. Помимо всего прочего, на PlayRock постоянно проходят розыгрыши, поэтому переходите по ссылке и закупайтесь по лучшим ценам. Еще в конце ноября Федерация FIFA представила отдельный анонс в своих соцсетях, а именно анонс игры под названием FIFA Rivals, которую они разрабатывают совместно со студией Mythical Games, которая непосредственно специализируется на играх с блокчейном. И это как раз таки тот самый момент, который и оправдывает одни из слухов, которые касались будущего проекта под брендом FIFA. То есть было два типа слухов. Одни были связаны с 2K, с открытым миром, с концепцией и прочим-прочим, в то время как другие слухи связывали предстоящий проект именно с NFT. Несмотря на то, что вся эта тема вроде как подзабылась, уже не имеет такой вот актуальности и внимания со стороны людей, тем не менее в FIFA все еще не оставляют эту идею, и она получит свое воплощение непосредственно в их новой игре. Ну и сопроводили они этот анонс вот таким вот своеобразным роликом, что уже дает понять, что проект, скорее всего, будет, несерьезным. Как бы то ни было, игра планируется к релизу в 2025 году, а именно летом 2025 года. Как сообщают некоторые СМИ, данный проект будет представлять собой условно-бесплатную Web3 аркаду с NFT элементами. Переводя на русский язык, то есть не придется платить за эту игру, она будет такой же бесплатной, как и eFootball и UFL, и вместо упора на реальную составляющую игрового процесса, скорее всего, мы увидим такую же аркаду, только с вкраплениями тех же самых NFT элементов. Что же они из себя будут представлять? Да, скорее всего, те же самые игровые карточки. Если в FK, в eFootball и UFL это обычные игровые карточки, которые вы приобретаете из отдельных паков, то здесь это будут непосредственно NFT элементы, которые вы сможете продавать, покупать у других игроков, выставляя это на всеобщий рынок и, возможно, даже зарабатывать реальные деньги. Не знаю, не уверен, как именно работают NFT, но во всяком случае уже все это звучит очень и очень сомнительно. И как раз таки те же самые игровые СМИ дополняют, что будет предусмотрена торговая площадка, которая будет доступна для покупки и продажи NFT карточек футболистов, и которая будет работать на базе блокчейна под названием Muhos. Ну или как-то так. Я так подозреваю, что это какая-то база блокчейна от непосредственно самих разработчиков, которые имеют схожее название своей студии. К слову, для этих же самых разработчиков данный проект не станет первым в своем роде, поскольку они уже выпускали нечто похожее только по американскому футболу. И их другой проект имеет схожее название, только с учетом другого вида спорта, а именно NFL Rivals. И как сообщают СМИ, она успела набрать около 6 миллионов скачиваний. И учитывая популярность обычного и привычного нам много мяча, в отличие от американского футбола, в который играют руками, я так полагаю, что FIFA Rivals в принципе может рассчитывать на куда большее количество скачиваний. Несмотря на то, что концепция в целом, идея выглядит не так интересно, как мне кажется, не так увлекательно, нежели могли бы представить те или иные разработчики. И как и всегда, ваше мнение я буду ждать в комментариях под этим роликом. Пишите, что вы думаете на этот счет. Будете ли пробовать подобный продукт, дадите ли ему свой шанс, или так же, как и я, считаете, что он, по сути, особо не жизнеспособен. Обо всем этом и не только пишите в комментариях, также поддерживайте это видео своими лайками и подписывайтесь на наш канал, если вы находитесь здесь впервые. У меня же на сегодня все, я всех благодарю за просмотр и желаю вам всем удачи. До скорых встреч!